Всем пламенный привет! Вышло обновление 8.11, и в этом обновлении игра сделала серьезный шаг вперед, перейдя на новый движок. Мультипак также не стоял на месте и продолжил свое развитие. Он даже превзошел мои ожидания. Это связано с тем, что в его разработке принимали участие одни из самых лучших специалистов в своей области. Например, мультипак умеет делать резервную копию ваших уже установленных модов. А если вам что-то не понравится и вы захотите удалить мультипак, то он предложит вам восстановить моды из вашей резервной копии. Также мультипак имеет целый набор встроенных функций, которые позволяют следить за обновлениями модов. То есть вы всегда будете знать о том, что вышли новые моды, и у вас всегда будут самые актуальные обновления. Кроме этого, в мультипак включены моды, которые позволяют отключить некоторые визуальные эффекты, таким образом увеличивая FPS. Но если визуальные эффекты выключать вам не хочется, а FPS повысить необходимо, то вы можете просто поставить галочку, что у вас слабый компьютер, и мультипак оптимизирует вашу операционную систему таким образом, чтобы FPS в игре у вас стало немного выше. Ну а если вы хотите больше узнать о идеальных графических настройках для игры, то просто переходите по ссылке, которую видите на экране, или эту же ссылку вы можете найти в описании к видео. На данный момент мультипак уже включает в себя более 100 различных модификаций. И это не считая еще встроенного конфигуратора прицелов, благодаря которому, используя самые популярные прицелы для мира танков, вы сможете собрать свой уникальный. Благодаря этому конфигуратору вам будет доступно более 5000 различных конфигураций прицелов. Мне кажется, в таком изобилии вы сможете найти свой уникальный прицел. И чтобы не потеряться в этом разнообразии, для каждого мода добавлена картинка и подробное описание. Подробнее об этом вы можете узнать в отдельном видео, пройдя по ссылке в описании. Ну что ж, давайте взглянем на некоторые моды. Как я уже говорил ранее, в мультипаке больше нет каких-то определенных прицелов. В мультипаке присутствуют их исходники. И используя конфигуратор прицелов, вы сможете из самых популярных прицелов для мира танков подобрать свой уникальный. Таким образом, у вас будет огромная возможность и свобода действий. Например, вы сможете взять аркадный и снайперский вид от одного из прицелов, а сведение совершенно от другого. Затем вы сможете выбрать артиллерийский прицел, скажем, например, Дамоклов меч, и подобрать к нему также понравившееся артиллерийское сведение. Таким образом, вам уже на данный момент будет доступно более 5000 различных подобных комбинаций, и это число будет только расти. В общем, это то, о чем вы уже давно просили, и нам наконец-таки удалось это реализовать. Любители ArtSAW и PT-SAW смогут выбрать для себя любой из понравившихся индикаторов критических углов горизонтальной наводки. Если же вы не в состоянии запомнить ТТХ всех танков в игре, то вы сможете установить себе любую из понравившихся информационных панелей, от самой минималистичной до самой информативно полной. Одними из самых важных модов для вас могут стать панели повреждений. Например, есть панель повреждений, которая практически ничем не отличается от стандартной, однако она имеет лог подробного урона, кто и чем по вам стрелял, а также еще и показывает время примерной перезарядки противника. Эта же панель представлена в мультипаке с конфигурацией для людей, страдающих цветовой слепотой. В общем, таких стандартных панелей в мультипаке представлено несколько, на любой вкус и цвет, так сказать. Ну а тем, кому не нравится, например, стандартный вид панели повреждений, думаю, по душе придется модифицированный интерфейс от игрока Заяц. Помимо визуальных изменений, данная панель повреждений еще имеет быстрый ремонт модулей при нажатии клавиши Ctrl. А может быть, вам придется по душе панель повреждений от кролика. Она точно так же, как и панель повреждений от зайца, круглая, и также имеет быстрый ремонт модулей по нажатию клавиши Ctrl, правда не имеет такого подробного лога урона.
Ну а те, кто любит минимализм или просто играют на низком разрешении, скорее всего выберут минималистичную панель повреждений. Она мало занимает места на экране и имеет лог урона. Хоть, так же как и панель от кролика, этот лог урона не такой подробный. Чуть не забыл про индикатор направления атаки, который вы видите сейчас в верхней центральной части экрана. Этот индикатор не только точно укажет то направление, откуда по вам произведен выстрел, но также в него встроен секундомер, который отсчитывает время с момента попадания. Те, кто давно уже смотрит мои видео, я думаю, отлично знают, как правильно пользоваться этим модом. А еще в мультипаке есть мод командирской камеры, который не только позволяет сильно отдалять камеру от танка, а также имеет встроенную стабилизацию при стрельбе. Помимо этого, можно активировать еще несколько полезных функций командирской камеры. Например, изменить кратность снайперского прицела. Честно скажу, я не знаю, кому может помешать камуфляж на танках, но данный мод пользуется очень большой популярностью, а делает он именно то, что отключает визуальную модель отображения камуфляжа и всяческих надписей на танках. И хочу обратить внимание, что эти изменения будут видны только вам, и уж конечно ни в коем случае никак не повлияют на коэффициент маскировки танка. И раз уж мы заговорили про отключение различных визуальных эффектов, то вы сможете выключить такой визуальный эффект, как туман на картах. Ну вот сейчас на видео вы видите, слева у нас туман выключен, а справа туман так представлен, как он существует в игре. Отключение тумана – это очень полезная функция, которая позволит не только немножко разгрузить ваш компьютер, но также позволит разгрузить ваши глаза. Ведь вам не придется напрягать зрение, высматривая едва различимые силуэты врагов. Кстати, еще сейчас вы видите работу мода, который отключает затемнение в снайперском режиме. Но вы видите, что на краях экрана справа у нас это затемнение, когда мы переходим в снайперский режим, есть, а слева оно уже выключено. Таким образом, вы увеличиваете свой угол зрения. Это, кстати, особенно полезно на маленьких мониторах с низким разрешением. Очень много различных визуальных эффектов можно выключить через мультипак. Например, один из таких эффектов – это дым и пламя от уничтоженных танков. Надо понимать, что не у всех нас есть очень мощные и сильные компьютеры, а этот дым и пламя, они требуют на себя каких-то вычислительных ресурсов, которых у нас и так не очень много. Поэтому, отключив эти совершенно ненужные визуальные эффекты, мы поможем своему компьютеру и в результате увеличим свой FPS. Не знаю, как вы, а я все время не замечаю стандартную лампочку клиента. Поэтому в мультипаке представлено несколько лампочек на выбор, которые вы сейчас видите на экране. Кроме того, время свечения этих лампочек можно увеличить и добавить звуковое сопровождение. Конечно, это не все боевые моды, которые вошли в состав мультипака. Есть здесь и мод, который информирует ваших союзников о факте вашего засвета. Есть здесь и мод, который не позволит вам случайно выстрелить по своему союзнику, который внезапно въехал в перекрестие вашего прицела, а также не позволит выстрелить по только что уничтоженному танку. По-моему, такой мод может сэкономить и нервы, и кредиты. Еще вы прямо сейчас можете видеть мод, который заменяет стандартные иконки танков в ушах команды. Ну, мне кажется, с таким ярким и контрастным цветовым оформлением эти иконки становятся более читаемыми и понятными. Ну и, конечно же, основа основ – это комплексный мод XVM. Если кто не знает, то в бою XVM – это самый главный ваш помощник. Например, в левой части экрана вы сейчас можете видеть лог нанесенного мной урона за бой. То есть в этом месте идет подсчет того урона, который мне удалось нанести по противникам, которые были в засвете. Также XVM умеет показывать время, оставшееся до конца захвата базы, и количество захватчиков, конечно, если их не больше 3, так как мы с вами отлично знаем, что большее количество просто не влияет на скорость захвата базы. Ну и самое главное, XVM умеет заменять стандартные маркеры над танками
и увеличивать функционал миникарты. Например, в моей конфигурации над танками, у которых осталось менее 30% хп, загорается автоматический маркер фокуса, таким образом, как бы намекая нам, что именно этот танк надо уничтожать в первую очередь. Если же меньше хп останется у вашего союзника, то у союзника будет значок щита, то есть «защити меня». Помимо необходимейших первоочередных функций миникарты, которые добавляет XVM, такие как квадрат максимальной дальности отрисовки танков, круг максимальной засветки и мест, где последний раз светились танки, а также подписи танков, мы еще сделали такой специальный мод, который автоматически вычисляет круги для каждого танка. То есть он учитывает все перки, навыки и оборудование, которое установлено у вас на танке, и высчитывает максимальный обзор. Кроме того, этот мод умеет считать максимальную дальность стрельбы для артиллерии и танков с пулеметами. Как мы с вами знаем, у танков с пулеметами дальность стрельбы ограничена. Ну и, пожалуй, это основные боевые моды, о которых я хотел рассказать в этом видео. Все равно мультипак будет постоянно развиваться, и количество боевых модов будет увеличиваться чуть ли не каждый день. Поэтому все, что вам нужно, это установить мультипак и внимательно следить за обновлениями с помощью специальных программ. А теперь давайте взглянем на некоторые ангарные моды. Первый мод, который сразу бросается в глаза в ангаре, это мод, который отображает время, дату и день недели. Также в ангаре можно найти мод суммарной статистики за сессию. Этот мод подсчитывает, сколько опыта вы смогли за сегодня заработать, сколько кредитов нафармить. Он имеет настройки, он может сбрасывать значения при каждом входе и выходе в ангар, а может сохранять эти значения за целые игровые сутки. Ну и таких модов в мультипаке представлено несколько на выбор. Ну а все информационные сообщения будут выводиться в цветном варианте благодаря моду Ясен-Красен. Кстати, новое достижение появилось. Теперь за нанесенный дамаг вас будут поощрять вот такой вот медалькой. Но сегодня мы в ангаре не ради наград. Лично я, так же как и многие из вас, просто не в состоянии запомнить всех цифр и коэффициентов, которые появляются у нашего танка при прокачке того или иного перка. Поэтому в мультипак добавлен мод, который добавляет подробное описание перков, умений и навыков экипажа. Кстати, если вы не знали, то функция быстрой посадки и высадки экипажа теперь доступна по умолчанию в самом клиенте игры и делается через специальную кнопочку, то есть теперь для этого вам совершенно не нужно ставить XVM. Но все-таки XVM может расширить этот функционал. Помимо этого, в ангаре можно также добавить компактное вертикальное дерево исследований, которое было еще давным-давно в старых версиях клиента. Ну, а если в этом видео вы не увидели какой-то ваш любимый мод, то это не значит, что его нет в мультипаке. Повторяю, мультипак постоянно развивается и насыщается модами. Поэтому вам просто достаточно перейти на официальный форум компании Wargaming, найти там тему мультипака и посмотреть историю изменений, а также список модов, которые на данный момент присутствуют в мультипаке. Я постоянно обновляю эту тему. А в конце я расскажу, как правильно скачать мультипак. Вы переходите во вкладку «О видео» и нажимаете «Показать все». Таким образом у вас разворачивается полное описание к видео. Здесь вы можете найти ссылки на видео, о которых я говорил, а также на канал моего соавтора. Кроме того, здесь есть ссылки на мою группу ВКонтакте. Ну и самое главное, здесь представлены те моды, которые входят в состав мультипака. Конечно, все их здесь не смог перечислить, потому что YouTube мне не позволил, но большинство из них здесь представлены. И в самом низу, перемотав, мы можем найти ссылки на скачку. То есть ссылок 3, все они проверены и не являются вирусными. Пройдя по любой из этих ссылок, вы найдете абсолютно одинаковую версию мультипака. Однако хочу отметить то, что на сайте ResMods обновления выходят с некоторым запозданием, из-за того, что там сначала они проходят премодерацию людьми и роботом-антивирусом.
Играйте в удовольствие и до скорых встреч!